Неизвестно, когда точно и где именно случилось. Тем не менее, в этой истории, которой миллионы раз делились пользователи сети, есть что-то важное, что должен услышать абсолютно каждый. Оно о том, что никогда не знаешь, кем станет твоя одноклассница и одноклассник в будущем. Люди порой меняются, но в какую сторону? В нашем классе учился парень по имени Паша. Он был вполне обычным школьником. Где-то у него получалось, а где-то нет. Но в целом был он простым хорошистом. Единственное, что математика ему легко давалась, и Паша очень сильно любил этот предмет. Сам он был из бедной семьи. Отца у него не было, а мама, чтобы хоть как-то прокормить семью, работала на 2 работах. До обеда у нас в школе техничкой, она же уборщица, а по вечерам убирала в магазине, по крайней мере, я ее частенько там видел. Естественно, Паша ходил в старых кроссовках и одних и тех же штанах круглый год. Если у одноклассников были модные гаджеты, то Паша об этом мог только мечтать. Но, как ни странно, Паша не стыдился родительницы и часто после школы оставался ей помогать. Он носил ведра с водой, даже мыл и подметал полы. Сначала мы все пытались над ним шутить и даже издеваться. Конечно же, он сильно переживал по этому поводу. Но уже ближе к выпускному классу Паша перестал обращать внимание на шутки в свой адрес, поэтому скоро подколки прекратились, а, возможно, мы просто стали чуть старше. Но тем не менее у него никогда не было особо друзей. Нет, мы с ним все общались, но чтобы он был в какой-то компании — никогда. Он был больше сам по себе. Но это еще не все. Были у него и другие проблемы. Думаю, в каждой школе есть такая учительница, ласковая и учтивая с детьми состоятельных родителей и в то же время грубая и резкая с детьми простых рабочих. А учитывая тот факт, что мать Паши не всегда могла сдавать деньги на новые шторы, то Паша иногда перепадала больше всех. К слову, у нас такой была учительница биологии и классная руководительница Светлана Васильевна. Уже сейчас, спустя много лет, я понимаю, что личность она была двуличная. Хотя у меня проблем с ней никогда не было. Может, потому что отец частенько выполнял ее прихоти по ремонту в классе. Но вот почему-то Пашу учительница не взлюбила больше других. Чуть ли не каждое утро гоняла его к доске. Как только он оказался плохо подготовленным, она выговаривала его. А мы все смеялись. В 11 классе, когда уже оставалось месяца 2 до выпускного, свою очередную тираду в адрес Паши она закончила обидной фразой, которую я помню как сейчас. «Запомни, Ильин, сын уборщицы никогда не станет директором, равно как и сын директора никогда не опустится до уборщика». Паша молча выслушал это и только сжал губы. Скорее всего, я бы никогда не написал эту историю, если бы не то, что произошло недавно, и это очень сильно на меня повлияло. Пашу после школы я больше никогда не видел, а поскольку он ни с кем отношений не поддерживал, то никогда ничего о нем не знал. Лишь иногда появлялся в социальных сетях, где на фоне остальных у него было всего 3 фотографии. К слову, прошло уже 20 лет после выпуска. Кто-то невзначай предложил провести встречу выпускников. Как обычно это бывает, думаю, это знакомо многим. Около полугода все собирались. То работа, то дети. Ну, в общем, все как всегда. И, наконец, вроде у всех все получалось. Не знаю почему, но было принято решение собраться в одном из ресторанов нашего города. Естественно, пригласили и Светлану Васильевну, ведь она была классной руководительницей. Когда все усели, спустя минут 30 она начала каждого спрашивать, кто чего достиг в этой жизни. И правда, всем было интересно узнать. Кто-то был менеджером в крупной компании и сильно этим гордился. Кто-то работал в такси, а кто-то вообще не работал. Когда очередь подошла к Паше, то она с ехидством поинтересовалась, о чем же он занимается. «Я, Светлана Васильевна, домострой», — просто ответил Паша. «А, строитель, значит», — утвердительно уточнила учительница. «Что-то вроде того», — ответил Паша с улыбкой. Веселье продолжалось дальше. Сколько всего можно было вспомнить из школьного времени. Многие совсем не изменились, а многие изменились совсем. Но уже ближе к вечеру, когда все начали потихоньку расходиться, тот самый Паша, сын бывшей уборщицы, который сам мыл полы, взял слово и объявил, что весь этот банкет он оплатит лично.
а деньги нам всем вернут. Многие, в том числе и я, начали говорить о том, что не нужно, ведь это очень дорого им обойдется. Но дальше произошло то, чего точно никто никак не ожидал. «Этот ресторан принадлежит мне», — добавил он. «И мне правда будет приятно, если я вас всех угощу. Вы же мои одноклассники». Больше всего мне запомнилось лицо Светланы Васильевны. После встречи Паша предложил отвезти ее на своей машине домой, и за ней приехал его личный водитель на черном «Мерседесе» бизнес-класса. Она так и села в машину с отвисшей челюстью. Как выяснилось уже позже, спустя несколько дней, когда все немного отошли от увиденного и начали наводить справки, оказалось, что у Паши свой строительный бизнес, а его мать уже давно не работает, живет в красивом доме, который купил ее сын. Эта встреча до сих пор не выходит у меня из головы. Будучи тем самым обычным менеджером крупной компании, я часто думаю о том, что все зависит только от нас самих. Неважно, бедны или богаты у тебя родители, важно то, кем ты сам хочешь стать и что ты для этого делаешь. А еще важнее — всегда оставаться человеком. Ведь, согласитесь, добившись определенных результатов, Паша не кричит об этом на весь мир, как делают это многие, а все так же скромно и упорно работает. Благодарю вас за просмотр и за ваши лайки. Если хотите, напишите в комментариях, кем стали ваши одноклассники и одноклассницы, и кем они станут в будущем, как вы думаете. Хорошего вам дня, отличного настроения. Пока-пока.